Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И сегодня мы проведем тренировку спины и трицепсов. С нами сегодня участвует Андрей Шарапов и его ученик Виталий, подающий надежде мой ученик. Тренировка будет посвящена и построена именно таким образом, рассчитана на более начинающих спортсменов с не очень высокими силовыми показателями. То есть для тех людей, которые после прокачки спины не в состоянии сконцентрироваться, чтобы качественно сделать бицепс, поэтому работает антагонист трицепс, или же для тех людей, которые просто любят отдельно бомбить руки, не очень уставшие, но разогретые. Поэтому таким образом покажем вам всю тренировку, объясним нюансы. Поехали, надеемся, вам понравится. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал Masters of Body. Мы надеемся, что мы несем вам полезную информацию. Начинаем нашу тренировку, естественно, с кардиоразминки. 5, 7, 8 минут, этого будет достаточно. Главное, обращаем внимание на целевую зону пульса. Она должна быть в районе 120-130 ударов в минуту, чтобы хорошо запустить центральную нервную систему, обеспечить приток крови ко всем мышцам и взаимосвязь вашего мозга и вашей мускулатуры. После того, как спортсмены выполнили кардиоразминку, делаем суставную разминку. Разминаем плечевой пояс, обязательно поясничный отдел. Кто хочет, может размять ноги, немножко потянуться, порастягиваться. Главное, особое внимание уделить пояснице, локтевым и плечевым суставам. Так, первое упражнение в сегодняшней программе – это гиперэкстензия. Всего будет выполнено 3 подхода. Первый подход делаем без веса, второй и третий будет с весом. Будем брать гриф, держать его на плечах и хорошо прокачивать столбы. Это не становая, не мертвая тяга, но столбы должны быть разогретыми, горячими. Низ спины убивается в отдельную тренировку. В нижней точке, как вы можете видеть, мы пытаемся растянуть широчайшие, а в верхней точке можно свести лопатки, тем самым пытаться разогреть грудной отдел позвоночника. Вверху сводим лопатки, опять в верхней точке сводим, да. Задача этого упражнения не только разогреть разгибатели спины и столбы, а и хорошенечко растянуть позвоночник. Приготовить его к следующему тяжелому массонаборному упражнению.
Итак, второе упражнение сегодняшней тренировки. И сразу забегу наперед, скажу, что это самое главное, самое тяжелое сегодняшнее упражнение. Это тяга гантелей в наклоне. Почему мы выбрали именно это упражнение? В отличие от той же тяги штанги в наклоне, для начинающих это гораздо безопаснее. Обратите внимание, у Андрея раз, два, три точки опоры. То есть поясница прогнута. И для поясницы, особенно для начинающего человека, это будет гарантия безопасности. Во-вторых, амплитуда для спины, зацените, самое-самое, что ни на есть, огромная. Штангой такую амплитуду вы не повторите. Дальше, момент, как мы работаем, два человека. Ходи, Виталик, бери гантельку, подходи. Андрей выполнил упражнение одной рукой. Теперь подходит напарник его и также выполняет упражнение. Тем временем Андрей отдыхает. Спину прогнул, ногу больше согнул. Оп, и на руку вес больше перенес. Все, локоть, ножка согнута чуть-чуть, да. И лопатку заводим за спину и потянулись. Выдох. Нормальный мощный выдох. И таких 12 повторений. В первом подходе выполняем по 12 повторений податливым весом с максимальной амплитудой. То есть подготавливаем мышцу. Второй подход, вес будет больше, выполняться по 10 повторений. Третий и четвертый будет максимально возможный рабочий вес по 8 повторений. Сегодня это будет залоговое стержневое упражнение, которое даст вам, обеспечит весь налив по всему фронту. Вот, смотрите, половина спины работает. Теперь Андрей выполняет второй рукой то же самое. Отдых получился не сильно долгий, но достаточно, чтобы привести дыхание в порядок. Начинали с левой руки, если вы заметили, с более слабой. И под нее подстраиваем, соответственно, более сильную руку, как мы говорили ранее в наших выпусках, чтобы не было диспропорции. Если одна сильнее, другая слабее, делаем одинаковую работу. Замечательная амплитуда у Андрея, растянутая мышца, безопасная поясница. В первую очередь мы тянем не рукой, а тянем вот лопаткой. Лопатку приводим, локоть приводим, то есть выполняем растяжение от нижнего крепления до сведения низ трапециевидной и ромбовидная. Закачиваем и широчайшую, и грудной отдел позвоночника. Спина жесткая, поясница не дергается. Избегаем резких движений с железом. Забегая наперед, хочу отметить такой момент. Сразу многие скажут, а почему же не подтягивание, это базовое упражнение? Да, это базовое, это хорошее упражнение, но по нашим наблюдениям из практики нашей тренерской работы, далеко не каждый новичок в начале тренировки и вообще может нормально, качественно подтянуться, чтобы задействовать всю спину. Либо это будет дергание, которые будут убивать локтевые суставы и не дадут хорошей именно прокачки, проработки спины. Либо это будет достаточно малое количество повторений, то есть многим подтягиваниям на начальном этапе развития своего тела, своей мускулатуры доставляет больше дискомфорта, чем эффекта. Поэтому в дальнейшем у нас будет работа вертикальной плоскости, но подтягивания мы в этой тренировке пока что убрали. Хотя, конечно, вариантов много, вы можете использовать другие программы, это одно из наших видений, то, что проработано, то, что работает. Друзья, второй подход, вес взят на порядок выше. Выполняем уже по 10 повторений. Вес более серьезный, поэтому особое внимание за четкостью, за плавностью, за техникой. Тело разогрето, но еще не забываем. Это свободный вес. Все красиво и аккуратно. Мощно включаем спину. И хорошо дышим. Отличный подход. Так, Андрей выполняет второй подход, правая рука, настрой боевой, он у нас викинг, плавно, мощно, уверенно, 10 повторений.
Замечательная растяжка. Обратите внимание на эти широчайшие. К концу тренировки у Виталика будут такие же. Красавчик. Ну, завидную неньку Украину. Итак, мы подошли к апогею этого упражнения. Третий и четвертый подходы. Максимальный вес 8 повторений. 40 килограмм, Андрей, в одной руке. Без лямок, заметьте, без пояса, в чистую. Итак, покажи нам спину сзади. Во. Вот это мясо, которое мы хотим, чтобы было и у вас. Как Виталик признался, раньше он еще этим весом не работал. Но, как видим, после хорошей разминки, правильно поставленной техники, новый вес 24 килограмма, и сколько там, 22, нормально, мягко, вполне заходит. Сейчас мы его обрадуем нежданчиком, ему придется взять больше. Это его сильная рука. Это 40. Широчайшие трещат по швам. Отлично. А главное, безопасно. Такую амплитуду с аналогичным весом со штанги, то есть 80 килограмм, сделать было бы просто невозможно. Обращаю ваше внимание еще раз на количество повторений. Почему 8, почему здесь не 12. Вес, как я уже сказал, тяжелый, и работаем без лямки. То есть 8 это вполне достаточно, чтобы прокачать, и в то же время как бы достаточно, чтобы удержать рукой. Своим собственным хватом также развиваем силу хвата, которая потом понадобится нам и в подтягиваниях, и в становых тягах. Поэтому вот остановились на таком количестве повторений. Итак. Четвертый подход, 44 килограмма гантель. Андрей одел пояс, что и вам рекомендуем делать. Берегите свою брюшную полость, не только спину. В этом упражнении она испытывает большие перегрузки. Максимальная концентрация. Отлично. Видите, Андрей подстелил футболку, то есть пояс, если особенно пояс общественный, ни в коем случае не одевайте на голое тело, это мувитон. Поэтому Андрей с голым торсом. Для ясности, чтобы вы лучше видели картинку. А вообще... Не надо в зале раздеваться. Это да. правильно. Мне можно, вам нельзя. Завершающий этап. Правая рука. Чистенько, амплитудно. Спортсмены уже устали. Но, как я сказал, это сегодня стержневое упражнение. Оно даст вам закладку для всей тренировки спины сегодняшней. Да, это нелегкая задача. Заметьте, Андрей не использовал лямку, как я уже сказал. Тренировку предлагаем больше для начинающих. Тренируем силу хвата. В дальнейшем, когда у вас уже появится опыт и техника, и ноги будут стоять на автоматизме, руки, спина, можно использовать лямку, брать больший вес. Но не спешите. Пусть ваши кисти тоже развиваются пропорционально спине и всем остальным мышцам. Третье упражнение в сегодняшней программе – тяга вертикального блока перед собой. Всего у нас будет выполнено 4 подхода. Первый, более-менее пристрелочный, разминочный, выполним по 15 повторений. Почему мы делаем это упражнение после тяги гантели?
Тяга гантели. Хоть, как я уже и сказал, там было 3 точки опоры, все равно нагрузка на поясницу, на спину была. В этом же упражнении получается своего рода декомпрессия. То есть мы можем потянуться хорошо вверх лопатками, позвоночником. И после всей предыдущей колоссальной нагрузки свободным весом, это и грузоблочным тренажером, порастягиваться вверх. Виталик. Концовка этого упражнения будет у нас ядерная. Вы не смотрите на то, что это грузоблок, на то, что это не подтягивание. Это все равно будет жестко, налив будет колоссальный. Тянемся. Выдох. Правильно. В нижней точке пытаемся не только широчайший задействовать, а и грудной отдел позвоночника закачать. Обратите внимание, в зеркало видно, вот. Закачиваем низ трапециевидной, ромбовидную. Все это приводится и растягивается. Как и в предыдущем. Тянем не руками, а лопатками. Вот она уходит вверх, пошла, и внизу сократили. Хорошо. Второй подход, вес добавили. Выполняем по 12 повторений. Андрей пытается растянуть верхние точки максимально широчайшие. Ну, это его личное предпочтение. Можно так делать, можно так не делать. Но на Виталике мы больше покажем, как для начинающих лучше именно это упражнение выполнить, именно в такой последовательности. Еще раз обращаем ваше внимание. Свели. Вот они у нас ушли вверх. Сомкнуть. Ушли вверх. Смотрите, ребят. Вот они у нас и задние дельты включились в работу. Вот у нас низ трапециевидных включается в работу. Дальше вот ромбовидная. Ну и все остальное, весь этот гамус вверх. И массив спины работает весь. Подбородок все время немножко вверх. Хорошее дыхание. И растягиваем позвоночник после утомления, которое получено от тяги гантели. Отлично. Третий подход. Жара нарастает. Выполняем всего 10 повторений. И тут вес у нас уже приличный. И мы будем помогать друг дружке. И бэм, медленнее. Голову сильно не закидывать вперед. Лопатками тянемся. Бэ. Смотрим немножко вверх. Еще раз. Давай. Тянулись. Четвертый подход выполняем в формате дроп-сета. Максимально возможный рабочий вес. Первая часть упражнения сделаем с помощью акцент на негативную фазу. На подъем вверх 8 повторений. Еще 2. И замедляемся. Потянулись, аккуратно встали. Уменьшаем вес. И с меньшим весом на порядок выполняем еще 6. Но также технично. Легко уже не будет. Еще 2. Потянулись. Аккуратно. Еще меньше вес и еще 4 повторения. Уселись. Красивенько. Четко вырисовываем каждую мышцу.
Просто вверх смотри. Оп. Тянулись. Корпус растянули. Аккуратно, медленно встаем, не вскакиваем. И следующее упражнение у нас будет не очень однозначно. Это не просто будет упражнение, а суперсет. Первая половина этого сета — пуловер со штангой лежа. Мы выполним 3 подхода по 10 повторений. Как вы можете видеть в исполнении Андрея. Глубокая амплитуда. Штанга дает нам возможность воспользоваться максимально возможным весом. И мы продолжаем с хорошо прижатой фиксированной поясницей убивать, добивать широчайшие мышцы. И вторая половина нашего суперсета. Заканчиваем спину и начинаем работать трицепсом. Это жим штанги узким хватом. В отличие от других упражнений, это упражнение многосуставное. И в придачу к тренировке спины мы еще зацепим грудные дельты. То есть у вас будет колоссальный налив торса. Прилив крови будет такой огромный. Вы почувствуете массонабор, что для новичков очень важно. Это прилив силы и прилив массы, прилив бодрости. Такой суперсет будет очень мощным для начинающего спортсмена. Жим лежа мы выполняем после пуловера. В первом подходе у нас будет по 15 повторений. Второй подход сделаем большим весом, но по 12 повторений. И третий, четвертый рабочие подходы с разогретыми дельтами и локтями мы выполним по 10 раз. Пуловер, все подходы будут выполняться по 10 повторений. Второй подход. Спортсмены подустали. Еще такой интересный нюанс. Выполняя пуловер со штангой, трицепс находится в постоянном статическом напряжении. С одной стороны мы растягиваем широчайший, добиваем после подтягиваний и тяги гантелей в наклоне. А с другой стороны мы уже статически утомляем трицепс. Потом мы добавляем сильнейшее упражнение, французский жим штанги узким хватом. И потом для него останется совсем немного работы, чтобы довести его до нужной кондиции. Но следим за техникой, ровное дыхание, плавное движение. Жим штанги узким хватом. Также есть баталии по поводу ширины хвата. Мы придерживаемся следующей точки зрения. Беритесь настолько широко, чтобы вам было удобно держать штангу. Если у вас будет выламывать кисть, вы не сможете сосредоточиться в принципе на жиме. Поэтому не обязательно браться прям супер узко. Лучше пусть немножко больше грудь, задействуется и дельта. Вы все равно это упражнение не сможете изолировать отдельно трицепс. Но вам будет комфортно, и в общем объеме работы вы получите нужный результат. И я поставил ноги в висе специально, чтобы у себе усложнить нагрузку. Для новичков, естественно, ноги должны припереться на пол. Для Виталика это сегодня новое упражнение, новый опыт. Но как видите, у него очень хорошо получается.
Так как у него мышечный массив не такой огромный, как у Андрея, то гибкости вполне хватает. Обратите внимание, как он хорошо растягивает. В дальнейшем, когда вес на штанге будет увеличиваться, это даст очень-очень хороший результат и эффект для работы именно широчайших мышц. Дыхание. Грудная клетка растянута, глубокий вдох и хороший мощный выдох. Все получается. Амплитуда максимально возможная. Поэтому для новичков, для массонабора, для увеличения силы это упражнение очень-очень хорошее. Можно исполнять EZ грифом. Если вам неудобно кисти держать такую штангу ровную, можно взять EZ гриф. Это не принципиально, лишь бы вам было удобно. И переходим на жим узким хватом. Помощь напарника приветствуется. Последний подход. Спортсмены устали, поэтому старайтесь друг друга страховать на всякий случай. Это и безопасней, и придает уверенности при выполнении упражнения. Следующее упражнение, пятое. Естественно, классика. Французский жим со штангой лежа. Сегодня мы выбрали для этого упражнения EZ гриф. Первый подход по 15 повторений. Потом добавляем вес по 12 делаем. И третий, четвертый рабочие будут по 10 повторений. Первый выполняем по 15 все-таки, чтобы дополнительно дать разминку, раздачу для локтей. Несмотря на все предыдущие, локоть это очень-очень уязвимый сустав, поэтому уделяем всегда особое внимание. 15 раз дадут хороший памп, налив. И потом безопасно с помощью напарника последних двух подходов рабочим весом убиваем трицепс окончательно. Итак, теперь немножко о технике. Смотрите, ноги на полу, упор, как Андрей на скамейку, мы их не ставим. Вот. Трицепс хорошую растяжку получает, опускаем его чуть за голову. Локти взад-вперед не гуляют. Видите, у Виталика, да, правильно. Выдох, внизу вдох. Как я уже говорил, 15 повторений, плавное дыхание, спина прижата и работаем. Следующее упражнение это также суперсет. Первая половина это разгибание рук на блоке, стоя. Классическое упражнение после всех предыдущих. Задача закачать трицепс, запампить его, забить. Делаем очень качественно, вес умеренный. Выполняем 12 повторений. Всего будет 3 подхода, а вторая половинка будет нашего суперсета направлена на растяжение этого самого забитого трицепса. Во второй половине мы выполним французский жим с гантелью сидя.
Итак, как я уже озвучил, трицепс на блоке мы после французского жима забили окончательно. А теперь умеренным, но не легким весом максимально растягиваем по всей длине. Он начинает работать у нас вот в нижней точке, возле самого нижнего крепления и вверху до самого верхнего. То есть задаем ему максимально возможную амплитуду, прорабатываем всю среднюю часть, вот она наружная. То есть трицепс будет уже убит после этого сета. Помогай. Еще раз. 3 подхода, на блоке 12 повторений, с гантелью 10. Виталик выполняет подход. В нижней точке, обратите внимание, руки находятся не возле ног, а перед ним. То есть постоянное напряжение трицепса сохраняется от верхней точки до нижней точки амплитуды. Если внизу, остановись, Виталик, сейчас внизу. Оп. Если внизу руки переместить сюда, ближе к себе, у нас будет осевая нагрузка. Трицепс как бы отдыхает. В этом же положении, вот видите, он дрожит, он в постоянном напряжении. Поэтому увеличивается КПД от выполнения этого упражнения. И как мы уже сказали, после хорошего пампинга на блоке растягиваем трицепс с гантелью из-за головы. Кстати, это упражнение с максимально возможной амплитудой из всех упражнений на трицепс. Также есть техника выполнения одной рукой, либо двумя. Поэтому в конце, после всего, вот именно растянуть таким упражнением будет очень полезно. Вы думали, мы со спиной закончили? А ничего подобного. Последнее упражнение нашей сегодняшней тренировки — это шраги. Шраги со штангой. Обратите внимание, корпус будем держать в небольшом наклоне. Акцентируем внимание не только на трапециевидный, а обязательно низ трапеций. И сводим вот немножечко ромбовидную. Все остальное, смотрите, задняя дельта работает и так далее. Весь верхний массив. Суть в чем? Выполняем 3 подхода по 15 повторений податливым весом с максимальной амплитудой. В первом подходе, как вы видели, Андрей взялся широко. Виталик тоже берется максимально возможно широко. Второй подход будет средним хватом и третий подход будет узким хватом. Таким образом мы сможем сместить акценты от самой ширины до самого верха прикрепления трапеции. Второй подход — средний хват, наклон такой же. Чем уже мы беремся, тем больше начинает подключаться верхний участок прикрепления трапециевидной. Третий подход сегодня финальный, узкий хват, наклончик пониже. Теперь хорошо видно трапециевидную спереди. Гляньте, что происходит с ней. Бам! Сейчас Дима покажет вам, что там сзади творится. Смотрите,
Круглая работает как антагонист. Широчайшая включилась. Вот ромбики задействовались. Низ трапеции ушел с работы немного, а верхушечка вся в работе, аж до самой шеи. Как говорили герои известного фильма, если вы скажете, что это плохо, вы мой враг навеки. Итак, как вы уже поняли, эта тренировка не то, что прям для новичков, которые только пришли в зал, а как мы уже сказали, для людей, которые все-таки любят трицепс бомбить или бицепс. Последующая тренировка будет после грудных у нас показана отдельно, неутомленный. Если бы мы после спины прокачали бицепс, то есть у кого-то это заходит, у кого-то не заходит. Виталик тренируется не так давно, сколько? Год? Два? 2 года. То есть для него сегодня он смог акцентировать свое внимание полностью на проработке трицепса. Получилось? Отлично. Да, то есть несмотря на то, что спина утомленная, у него налилась даже грудная мышца, то есть вся спина в работе, трицепс, ну он сейчас реально каменный, то есть мало ему не показалось. Вот, то есть для таких людей как бы на этом этапе это может быть просто для разнообразия. Мы в дальнейшем снимем выпуски, где покажем тренировку и спину с бицепсом, и грудь с трицепсом, то есть разные комбинации. Вы сможете выбрать ту, которая вам больше всего подходит. Как всегда, рады были для вас стараться. Надеемся, эта тренировка также будет для вас полезная. Спасибо клубу «Оранж» за предоставленную возможность снимать здесь наши передачи. Виталик, ну как? Отлично себя чувствую. Молодец, ты сегодня выложился на все 100. На 120. Я думаю, что тренировочка удалась. Все. Мастер Софтбади с вами прощается. Андрей, Виталий Константин, и Дмитрий Журавель. наш неизменный оператор. До новых встреч! Всем спорт!